Мама, привет! Теперь меня Будет как будет, а будет ништяк. скоро будем, не переживай. Комментарии излишни, Да. просто. Время 1:00. Мы начинаем свое движение. Иногда я ходил в никуда, никогда не ходил по прямой, а в пути мне светила звезда, выручал же всегда ангел мой. Кушать хотите? Так, Вермишель, печенки. А знаете, что это такое? Идите сюда. Кушайте. А, так это халява, а не хавка. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги. ура! Первая стоянка! Осторожно! Приземлилась! Сегодня... У меня сегодня падательный! Утро второго дня. Готовим завтрак. Вот такая у нас шикарная полянка. Воскресенье. Утро. Вышли в 8 утра. Прошли 30 минут. Первый отдых, первая стоянка. Вот такой шикарной речки. А мы вдыхаем вольный ветер, наши души так легки. Тропа периодически превращается в непролазную грязюку. А еще корни вот такие. И вообще капец. А мы вдыхаем вольный ветер. Ай, какая поляна шикарная! Посреди болота! Я буду есть кашу. Это было нигде. Это остатки ложки. А вилка где? Ой, классный нож. Мам, забери меня отсюда! А ты тоже тут! Бабушка! Осталось 1,5 километра до перевала Дятлова. Идем в горку через вот такое криволесье. Летаю с теми, кто держал, когда я падал. Но где, казалось бы, финал, там вектор задан. И одинокий перевал прошел достойно. Ведь ничего с собой не брал, дыша спокойно. Я не жалею ни о чем в лихих полетах. И ангел держит за плечом на поворотах. Благодарю я этот мир за каждый миг. И, наконец-то, группа располагается на привальчик после тяжелого подъема. Веди меня, небо, дорогою сильный. Веди меня, небо, молитвой любимый. Веди меня, небо, сдаюсь в руки
меня небо, дождями не трогай. Впустую тратил много лет, я был уверен, но понял, что каждый момент он совершенен. Заходит в душу, как домой, удача снова. Ведь то, что здесь я и живой, для счастья повод. Вот мы и пришли на стоянку Ести. Такая у нас стояночка. Вот с таким шикарным видом. Веди меня, небо, дорогою сильной. Веди меня, Делаем лабаз. молитвой любимой. Закладку. Веди меня, небо, сдаюсь в руки Бога. Веди меня, Жуткая жуть. Ну смотри сюда, больная. Довольная больная. Да, к чему ты мне только что рассуждаешь, что к чему ты мне Вселенная эти все знаки посылает. Осталось из многих вариантов понять, к чему именно. Ты проснешься на рассвете, мы с тобою вместе встретим день рождения зари. Третий день. Утро. В 8:30 выход. Набор воды. Дальше воды почти не будет. Берем по максимуму с собой. Как прекрасен этот мир, как прекрасен. И хором все! Посмотри, как прекрасен этот мир. Привет с Северного Урала. Как прекрасен этот мир. Вот, теперь мы уже рады и вот такому. Что, нормальный ручеек какому такому? Ага, проточная вода. Очередной привал. Идем на Тартен. Вон там подтягивается. Уставшие. Вот так мы идем, потерялись на Курумнику. Тропу потеряли, но обязательно доберемся. После обеда двинулись дальше. И вот на горизонте показались модули от Артен. Внутри модуля все аскетично. Буржуйка и 4 полки, как в поезде. Нам очень повезло. На днях отменили марафон и осталось много овощей, которые нам разрешили брать. Стоим на Тартене. Мороженое по-уральски. Мороженое. Мороженое. Тарелочки берем. Мороженое. Возьмите, пожалуйста. Знаете, Давайте. Вам очень понравится. Давайте. Ой, вкуснятина. Всегда есть мороженое одному. Невкусно ни мне, ни тебе, никому. Ведь столько на свете хороших друзей. Хорошие друзей, хороших друзей. Ведь столько на свете вкусных вещей. После чечевицы варится картошка, причем не мытая. И сюда. А вот здесь у нас топится снег на чай. А вот самое главное, на безводной стоянке. На безводной стоянке мы едим рыбу. Вгрызаются.
Ночью все побегут на озеро 2 километра пить. Сколько на свете веселых друзей, веселых друзей, веселых друзей. Ведь сколько на свете веселых затей, веселых затей, веселых затей. И просто скакалки, и просто скакалки. Зеркало! Ребята! О! Свет мой зеркальце, скажи. Ой, лучше не говори. Поднимаемся на Тартен. Вон туда. Вот такая тучка на нас напала. Верблюдики! Верблюдики! Я не могу. Мы теперь ничего не боимся. Мы ничего не боимся, Антон. Антон, ничего. Нет. Идем вперед. Улетай, туча. Улетай. От Тартена до Щебенки есть 3 варианта пути. Первый – по дороге. Удобно, конечно, но надо будет преодолеть 3 тяжелых перевала. Второй путь – через озеро. Довольно ровно, но нет тропы. Идешь то утопая по колено в мох, то прыгая по куруму, то продираясь через сланник. Третий путь – напрямик, через гору Атартен. Самый короткий, но далеко не самый простой путь. Все они соединяются у сарая Олега. Дошли до домика Олега. Нет, сарай Олега. Вот такой вот он. Страшненький. Ой. А чё это вы тут делаете? Сарай сараем не топить. Есть чайник. О, какой интересный друшлаг. Немного погрелись и пошли дальше. А Тартен укутался облаками. Еще до похода был уговор, что лагерь ставим посветло. Наши девочки ушли далеко вперед, и они будут ночевать в модулях Щебенка, а остальные, не дойдя около 3 километров, встали у первой попавшейся лужи. В луже на дороге моем картошку, свесив ноги в сапогах в лужу. Делаем рагу, между прочим, из картошки, морковки и лука. А сегодня у нас царский ужин. Смотрите, что у нас тут готовится. Прекрасное утро 5-го дня. Это невероятно вкусно. Какой Наполеон! Он отдыхает просто! А что ты ешь? Хлебцы, которые я не ем в жизни. Сверху белорусским топленым маслом. 8 утра, вышли со стоянки и идем в лагерь Щебенка. Гора Щебенка выглядит очень забавно, как будто и вправду приехал огромный грузовик и вывалил кучу щебенки. Дошли до модулей. Девочки нас встретили рисовой кашкой и какао. Мне запах чудится напитка нежного в котле кипящего передо мной. Какао, да на сгущенном молоке. Какао, уж не дрожит стакан в руке. Какао,
Мы километры днями шли, какаву приближали как могли. Когда я пью какао, да на сгущенном молоке какао, дрожит стакан в моей руке какао. С мечты сбываются мои, к чему мне кофе и чаи, когда я пью какао. Свету спасибо, что спасли, а то она там, говорят, уснула. Я вообще не знал, что Света там осталась. Если бы она, не дай бог, еще рюкзак спрятала, так бы ушли. В общем, это очередной перевал. Вон там стоит тур. Это когда быстро очень шел, а потом полдня ждал группу, и нечего делать. С этого перевала уже видны пупы, хотя до них еще целых 30 километров. Пылают и рвутся наши сердца, как будто им в жизни всегда будет мало. Они не сдаются, они хотят идти до конца. Пусть все увидят свет огней Урала. Идет какой день? 5-й день. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Нам всегда всего будет мало, пока горят огни Урала. Каждая палатка готовила сюрприз и несли что-то вкусное, чего не ожидаешь увидеть в походе. Экзотика какая-то. Сколько километров яблоко прошло? 80-85. Дорогу паровозу, дорогу Ручками двигаемся, мы на пупы. К часу дня дошли до стоянки, называется Бочка. Вот реально стоит бочка посреди леса. Очень удобно готовить на ней. Шаг другой, до счастья далеко. Эй, враг, постой, я знаю, нелегко. До Вологодской грани осталось 3 километра. Бесконечная гора была. Наша мечта. Пришли. А что мне надо? Да просто свет в оконце. А что мне снится? Что кончилась война? Куда иду я? Туда, где светит солнце. Вот только, братцы, добраться до темна. Предлагаю поднять эти чаши за то, что мы 103 километра прошагали, проныли, просмеялись, проспали, пропели, проржали, но дошли сюда. За это и съедим это все. Ура! У нас сегодня дневка, отдых перед пупами. Тани у нас застряли где-то на лодке. Лодка сломалась вчера. Ждем. Случайности вообще не случайны. В руках вселенной все наши тайны на прощание. Говорят, что это не ништяк, а это ништяк. Вкуснятина. Вот это печора. Прием, прием, я луноход 1. Вызываю луноход 2. Случайности вообще не случайны. Ура!
Наши тайны на прощание. Ну что, как дела, луноход? Мы тут грунта несем, а полные рюкзаки. Ставьте чайник, наливайте водку. Мы уже близко. А у кого сегодня праздник? С днем рождения! К сожалению, день рождения. Сидим в модуле под пупами. Тихую болтаем с солнышком. И Катю с ДР поздравляем. Пусть солнечная Катина улыбка разгонит дождь и тучи на пупах. С друзьями веселее в горах. Эй, короче, с днем рождения! С днем рождения! Кайфуй! С днем рождения! Кайфуй! Всем доброе утро! Сегодня у нас кофе. Настоящий коктейль. А вот это они нам подарочек везли. Качан капусты. Ой, картошка, морковка, тушенка. У нас сегодня будет просто божественный ужин. А тут творится таинство. Высокая кухня. Мы опять голодаем. И варим настоящий борщ из настоящей капусты, из настоящей свеклы. И это по-пуповски. Can't you see you're not ready? My arms are getting heavy from the weight of the world. 29 утро, 11 по-нашему. Выдвинулись в сторону Монтепеньор. Переоделись в сапожки. Сейчас нас ждет чмоки-чмоки. Ух ты, мы пришли к волонтерам. Ой, как прикольно. Круто. Ты видишь столб? Да. А он есть. Вон там. Я слеп, что ли? А, о, вижу. Вот такой колонной, по тропинкам исключительно, мы идем к первому столбу. Вот они, великие и могучие каменные останцы Монтепеньор. В переводе с мансийского «Малая гора идолов». Бывает так, что жизнь прекрасна, и вся понятна и проста, и ничего не происходит, и красота, и красота. В 2008 году они были признаны одним из 7 чудес России. У каждого столба есть имя. Первый и самый высокий – это шаман. Второй – великан, которого пронзили мечом. Далее идет изящная принцесса Аим. Четвертый столб – это турист, из-за рюкзака, который можно разглядеть, применив чуть-чуть воображения. Пятый – это волк, который воет на луну. А 6 и 7 – это братья, они как одно целое.
Вот посмотрите на структуру столба. Видно, что он состоит практически из белого кварца. Издали кажется, что камень серый, а на самом деле это зеленый, серый, черный, какой-то светло-серый мох. Это все разные мхи. И красота во всем, что движет нами, и красота меж Богом и людьми, и красота во тьме, сверкнув огнями, спасет весь мир, спасет весь мир, спасет весь мир, спасет весь мир. На стоянке Йети остановились на черничной поляне. Делаю ништяк из местной черники. Это вот что-то, слюнки бегут, хотя мы вот уже поели. Вот смотрите, пусть вам завидно будет. Слюнки текут у всех, по-любому сейчас. И у нас, которые пересматривают. Вот прям сейчас что ты чувствуешь? Говори. Счастье! Чувствую счастье, что я сделала это. Я молодец, молодец. Я горжусь на самом деле. Я горжусь собой и своими друзьями. Я ощутила такую поддержку невероятную. Я реву иногда. Валя, что ты чувствуешь? Говори мне. В камеру прям сейчас, что ты чувствуешь? Я чувствую шок. Мне не верится, что мы уже обратно вернулись. Где 2 недели? Порадуемся на своем веку. Красавицы и куку, счастливому бегу. Пора, живая перьями на шляпа, судьбе не расшибнем, merci beaucoup. С плечами 221 километр. И встретили хороших людей, которые с нами поделились мукой, вкусняшками, ништяками, сковородкой. Нам все Люда дала. Да. Спасибо! Как приятно! Девочки, Когда мы остановились для починки 69-го экипажа Стаса, мы решили прогуляться и с тетей Наташей из 3-го экипажа и увидели, что группа детей, которая застряла на переправе на реке Успия, прошла от этой поляны, от этой переправы до Маньпупунёры обратно за 2 недели, а именно 221 километр. Это очень много. Они были очень голодные, и когда мы принесли 2 пакета еды, они были очень сильно рады. Одна девочка даже заплакала, потому что увидела яблоко. Было очень приятно видеть такие эмоции, потому что для нас это не особо тяжело, а для них это очень-очень приятно. Хлеб! А хвостик
какой! Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку, счастливому клинку. Пока, покачивая белые на шляпах, судьбе не расшибнем, merci beaucoup.